Здравствуйте, друзья! Если вы увлекаетесь неприхотливыми и редкими растениями, это видео должно быть вам интересным. Многолетник, о котором пойдет речь, вы не встретите в каждом саду. Он удивляет не только видом своей необычной темной листвы и яркими фиолетовыми соцветиями, но и стойкостью к морозам и засухе, а также теневыносливостью. Называется физохлайна или пузырница. Не так давно на своем канале я выпустила видео про неприхотливые многолетние цветы, способные расти в притенении. И очень кратко рассказала про физохлайну. Сегодня я хочу уделить этому необычному растению немного больше внимания. Пузырница относится к семейству посленовые, но в отличие от всем хорошо известных родственных ей томатов, перцев и баклажанов, физохлайна – это редкий реликтовый многолетник. Свое название растение получило от двух греческих слов «физа», то есть пузырь, и «хлайна», что в переводе означает «верхняя одежда». На месте отцветших цветов чашелистики пузырницы расширяются, по центру которых завязываются вздутые плоды с семенами. Диаметр таких фонариков составляет около 2–3 см. Отсюда и необычное название, что в переводе звучит как «одетый в пузырь». В роду этого редкого многолетника насчитывается всего 6 видов. Наибольшую ценность для коллекционеров цветов представляет физохлайна физалисовая и восточная. Последняя отрастает на высоту 40–60 см и имеет темно-зеленые продолговатые листья. Данный вид цветет с апреля до июня. Пузырница физалисовая привлекает внимание своими яркими сиренево-фиолетовыми колокольчиками, собранными в объемные соцветия. Они раскрываются на концах стеблей с апреля по май. Цветы красиво выделяются на фоне округлой кроны, состоящей из темной листвы. Высота данного вида около 20 см. Молодые листья пузырницы отличаются фиолетово-пурпурной и даже черно-зеленой окраской. Такой контраст сиреневых гроздьев цветов и темной листвы выглядит очень декоративно. Данный первоцвет украсит любой уголок весеннего сада. Пузырница хорошо растет на светлых и более притененных участках. Ее природный ареал – Дальний Восток, Сибирь, Средняя Азия, Монголия, Китай и Япония. Кроме декоративных качеств, физохлайна ценится своими лекарственными свойствами. Но стоит иметь в виду, что это растение ядовитое. Пузырница содержит токсические алкалоиды, которые по своим свойствам схожи с ядовитой беленой черной. К тому же этот многолетник занесен в Красную книгу и в некоторых странах является охраняемым растением. Физохлайна – выносливый и достаточно засухоустойчивый многолетник. Ее кустиками можно украсить не только тенистые или открытые участки в саду, но и каменистые горки. Почву она предпочитает рыхлую и хорошо дренированную. Кислотность должна быть слабощелочной или нейтральной. У пузырницы длинное разветвленное корневище толщиной до 8 мм. Оно расположено горизонтально, близко к поверхности почвы. Поэтому при прополке не рекомендуется глубоко рыхлить землю вокруг кустиков. Ранней весной ростки пузырницы пробиваются уже с первыми теплыми лучами весеннего солнца. Очаровательные фиолетовые бутоны с небольшим опушением появляются почти одновременно с темной молодой листвой. Шаровидные соцветия составляют в диаметре около 5 см. Количество цветов в каждой грозди может насчитываться от 10 до 20 штук. Если выращивать физохлайну на хорошем освещении, ее листва будет более светлых зеленоватых оттенков. В притененном месте листья пузырницы почти черно-фиолетовой окраски. Кустики симпатично смотрятся даже после цветения. Яркие семенные коробочки, похожие на объемные фонарики, по-своему декоративные. Собранные семена можно использовать для посева, хотя этот способ размножения имеет свои недостатки и не всегда удается. Извлеченные семена обычно досушивают и хранят до весны. Их можно высевать на рассаду или сразу в открытый грунт в мае. При хороших условиях физохлайна способна давать свой самосев,
Но для завязывания необходимого количества семян потребуется перекрестное опыление. Для этого высаживают сразу несколько растений, желательно разных видов. Размножить пузырницу можно не только семенным, но и вегетативным методом. Удлиненное корневище аккуратно делят и рассаживают. Важно, чтобы на корневой деленке присутствовали почки возобновления. Делать это лучше в период, когда пузырница не цветет. Учтите, что работать с этим растением надо в перчатках. Повторюсь, что физохлайна ядовитая. Данный многолетник имеет еще одно необычное свойство. Ближе к июлю его листва постепенно усыхает, и растение уходит на покой. Если вы захотите приобрести эту редкую культуру в свою садовую коллекцию, подумайте, что лучше рядом с ней посадить, чтобы прикрыть оголенное место. В продаже у коллекционеров растений можно найти оба вида – физохлайну физалисовую и восточную. Последний вид отличается более высокими размерами и зеленоватой, сердцевидной листвой с выраженным опушением. Окраска соцветий также немного светлее в сравнении с пузырницей физалисовой. В дикой природе восточная пузырница произрастает на территории Средней Азии, Кавказа и Турции. Предпочитает горную местность и скалистые склоны. Оба вида в уходе неприхотливые и зимостойкие, но не любят кислую, тяжелую почву и переувлажнение. После холодной зимы могут быть выпады именно от замокания. Поэтому в сырой местности потребуется укрытие от осадков и влажности. Высаживать кустики лучше на приподнятых участках или склонах. Посадочную яму заполняют легкой землей, а на дно укладывают слой дренажа. В основном же никакого особого ухода этот многолетник не требует, тем более, что вам не придется даже его поливать. Весной и ранним летом пузырница довольствуется влагой в почве, а летом и осенью растение отдыхает. Физохлайна – это редкое и неприхотливое украшение весеннего сада. При желании она может стать настоящей, яркой жемчужиной вашей коллекции первоцветов. А возможно, она уже растет в вашем саду. Обязательно поделитесь своим мнением по этому замечательному многолетнику. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.